Привет, армия. Что на самом деле произошло за последним объятием Тэхёна и Чингука перед военным призывом? Трогательный момент внезапно превратился в момент, полный сюрпризов, когда Чингук со слезами на глазах извинился, что потрясло армию. Что он сделал не так? Почему Тэхён улыбнулся и обнял его? Это было не просто обычное прощание, это была история дружбы, сожаления и секретов, которые наконец раскрылись в их последние мгновения вместе. В тот день атмосфера вокруг военного полигона была очень напряженной. Тэхён и Чингук, Чон Чингук, собирались начать новую главу своей жизни в качестве призывников. Оба они выглядели сильными перед камерой, но кто бы мог подумать, что за кулисами их эмоции были настолько потрясены. По словам источника, близкого к Big Hit Music, Тэхён первым прибыл на место. Он был аккуратно одет в военную форму, его лицо оставалось спокойным, хотя его сердце могло быть в смятении. Но атмосфера резко изменилась, когда появился Чингук. Неожиданно он тут же подошел к Тэхёну и сказал: «Хён, я должен извиниться». Что заставило Чингука, известного как сильная личность, которая редко показывает свою хрупкость, внезапно извиниться? Есть ли между ними скрытый конфликт? Тот же источник сообщил, что извинения Чингука связаны со старым инцидентом, который он держал в голове. По-видимому, до дебюта BTS Чингук совершил небольшую ошибку, из-за которой он почувствовал, что Тэхён обиделся. Хотя Тэхён, возможно, забыл об этом, Чингук хранил это как бремя в своем сердце. «Я всегда чувствую себя виноватым, потому что не смог помочь Хёну должным образом», сказал Чингук в их разговоре. Шокированный Тэхён тут же обнял его и сказал: «Я даже не помню этого, Чингука. Ты всегда был для меня лучшим младшим братом». Этот момент является доказательством того, насколько тесна их связь, дружба, которая не поколеблется ни со временем, ни с небольшими ошибками. Некоторые пользователи сети предполагают, что это может быть связано с их прошлым в качестве стажеров. Другие подозревают, что это стратегия для повышения вовлеченности. Однако эксперты отрасли призывают фанатов не предполагать слишком многого. Это чисто эмоциональный момент между двумя лучшими друзьями, которые будут долгое время разлучены, сказал аналитик ПОП. Перед началом военной подготовки Тэхён и Чингук успели передать свои последние сообщения через Уиверс. Тэхён написал: «Арми, не волнуйтесь. Чингук и я вернемся сильнее. Ждите нас». Тем временем Чингук загрузил фотографию их двоих с простой, но душераздирающей подписью: «Хён, спасибо, что простил меня. Я обещаю стать лучше, когда мы снова встретимся». Кто бы мог подумать, что за их сильными лицами Тэхён и Чингук хранят грустную историю, которая наконец раскрылась в последнюю секунду? Это знак того, что они будут более внимательно изучать свои отношения. Или есть еще один секрет, который не был раскрыт? Арми, что вы думаете об этой истории? Вы также видите эмоциональную глубину их отношений? Последние дни перед началом военной подготовки были наполнены не только физической и психологической подготовкой, но и эмоционально истощающими моментами. После внезапных извинений Чингука атмосфера между ним и Тэхёном стала теплее, как будто все бремя наконец-то было снято. Они оба выглядели счастливее, часто смеялись вместе и даже успели сделать несколько последних фотографий на память, прежде чем расстаться на некоторое время. По словам сопровождавшего их сотрудника, общение Тэхёна и Чингука в их последние дни было полно маленьких сюрпризов. Чингук внезапно купил Тэхёну его любимую еду, а Тэхён вручил ему небольшой подарок в виде блокнота, заполненного личными сообщениями для Чингука, сказал источник. Такие простые вещи показывают, насколько глубока была их связь, гораздо больше, чем просто товарищи по группе. Однако один вопрос все еще остается: почему Чингук извиняется только сейчас? Некоторые наблюдатели предполагают, что долгая разлука из-за службы в армии могла побудить Чингука очистить свое сердце. Необычно, когда кто-то осознает значение мелочей, столкнувшись с разрывом, сказал знаменитый психолог. Также есть предположение, что извинения Чингука связаны с чем-то большим, чем-то, что еще не было полностью раскрыто. Некоторые фанаты заметили, что в последние месяцы Чингук казался более замкнутым и часто мечтал о Тэхёне. Является ли это признаком чего-то более глубокого?
Или это просто интерпретация фанатов, которые слишком сильно любят этих двоих? Между тем, Тэхён, похоже, не хочет затягивать драму. В коротком интервью он твердо заявил, что между ним и Чингуком нет серьезного конфликта. «Мы как братья. Иногда бывают недопонимания, иногда есть мелочи, которые заставляют нас питать чувства друг к другу, но все это часть совместного роста», — сказал Тэхён. Он также добавил, что извинения Чингука тронули его, потому что они показали, насколько Чингук заботится об их отношениях. Реакция армии была разной. Многие были тронуты и горды, увидев зрелость Чингука, в то время как другие были любопытны и хотели узнать больше о том, что на самом деле произошло. Некоторые даже начали собирать старые клипы, чтобы искать подсказки об ошибках Чингука. Однако до сих пор не было никаких конкретных доказательств, указывающих на один конкретный инцидент. Среди домыслов одно можно сказать наверняка. Этот момент доказывает, что BTS — это не просто музыкальная группа, а настоящая семья. Дружба Тэхёна и Чингука, которая длится уже более 10 лет, является доказательством того, что настоящая связь может преодолеть все, даже недопонимания. Теперь, когда они официально приступили к военной службе, фанатам остается только ждать и молиться за их безопасность. Когда они вернутся, эта история станет самой памятной главой в их дружбе. Самый большой вопрос сейчас — сделает ли этот опыт их отношения крепче? Или он принесет неожиданные перемены? Тем временем армии продолжают заполнять социальные сети поддержкой и молитвами за этих двоих. Одно сообщение продолжает находить отклик. «Мы будем ждать вас, несмотря ни на что».